Оторвать нехорошему человеку подошву запросто. Для начала нужно его найти. Так, где он есть? Ага, вот он. Завалился за крышечку. Всем привет. Насколько маленьким может быть мультитул? Вы задавали себе вопрос? Нет, на столе его еще пока нет. А я начал задавать его себе, когда в пакете из 3 посылок просто не смог его найти. В итоге, конечно же, даже не применяя магнит, я его все-таки нашел. И вот таким образом он выглядит. Возьмем крупнее. Название модели как таковой не имеется, но есть производитель Swissstech. Из чего следует, что это явно китайский мультитул. Потому что в Швейцарии Swissstech мультитул не назовут. Ну, просто не хватит у них для этого воображения. По большому счету, это, конечно же, брелок. Но наличие пары отверток и плоскогубцев делает его определенно мультитулом. Причем, несмотря на его смешной размер, по квадратикам вы можете посчитать его, он весит довольно-таки много. Практически 50 грамм. Упаковка здесь максимум 1 грамм. Согласен, на мультитул он не тянет. Давайте назовем его просто мини-мультитул. Но для начала нужно его найти. Так, где он есть? Ага, вот он. Завалился за крышечку. Давайте распакуем и посмотрим, как же упаковывает свои мультитулы фирма Swissstech. Это самая минимальная упаковка, которую я видел. Таким же образом еще Trustfire пакует свои фонарики, но все равно там чуть-чуть больше места. Здесь же минимализм во всей красе. Apple учится и учится. Достаем из упаковки и видим полированное нечто. И оно довольно-таки симпатичное и приятно лежит в руке. На Али почему-то к нему крепят описание от Microtech, но это не совсем Microtech. Да, у него есть надпись Swissstech. Даже вот здесь вот, если посмотрите, надпись о том, что у него есть якобы какой-то патент. Вот так вот это будет крупнее выглядеть. Свои 4 функции данный мультитул выполняет. Конечно, заявлено 6, но я, к сожалению, 6 не нашел, поэтому разберемся с 4 и еще там пару добавочных придумаем по ходу. Первое, это, конечно же, плоскогубцы. Или пассатижи, или как вам это все дело нравится называть. Вот так вот он выглядит в разложенном состоянии, и он получается довольно-таки крупным. 84 мм. Толщина по всему периметру одинаковая, 6,5 мм. Что можно делать такими плоскогубцами? Во-первых, если вы где-нибудь на пикнике варите кашу, и, естественно, поднять горячий котел, что-то горячее вытащить из костра, открутить мелкую гайку, даже если эта гайка абсолютно без резьбы. Так, хватай, крути. Поехали. Крутит. Вот такой вот колышек можно вытянуть. Данные колышки здесь просто вклеены, и у меня не получится вытянуть. Развязать шнурок. Оторвать нехорошему человеку подошву запросто. Второе и основное его предназначение — это, конечно же, брелок на ключи. И складывается он вот таким образом. Получаете прямоугольник. Далее вы можете повесить его на ключи. Держится он за счет того, что в сложенном состоянии губки не могут расходиться в разные стороны. Демонстрирую. Так, тут нужна небольшая ловкость. Все максимально надежно зафиксировано. На карабин, на ключи вешаете, проблем не будет. На рыбалке данный брелок сможет исполнять роль 50-граммового грузика. Почему нет? Сталь 420, мягкая, ржаветь не будет, отличный грузик. Третье – это отвертка Phillips. То бишь крестовая. Причем можно как с усилием крутить, так и без усилия. Давайте попробуем. Вкрутим в деревяшку. Без проблем. Грани нормальные. И если сам шуруп нормальный, то вы его без проблем вкрутите и без проблем также выкрутите. Если зимой скользко, вас шуруп и данный брелок смогут выручить. Но будьте аккуратны, берите шурупы покороче, иначе вытаскивать ноги будет тяжело. Если усилие большое, то шлицы слижутся на ура, потому что сталь какая? 420, значит что? Она мягкая. Стандартная отвертка плоская. Такие винты мне встречаются редко, но иногда что-то подрегулировать. Вот здесь вот, например, зафиксировать. Это вот часть от кровати тоже может пригодиться. Слижется и еще лучше, чем крестовая, если будете прилагать чрезмерное усилие. Пятая функция указана к Microtech, а это все-таки Swissstech. Но давайте проверим. Это кусачки. И почему бы нет? Внутри, как видите, есть выборки полумесяцем, и при хорошей подгонке получатся, в общем-то, неплохие кусачки. Сталь мягкая, и кусать вы сможете разве что вот такую вот проволоку для пайки. Давайте проверим. Да,
И ее вы сможете перекусить, но ее вы сможете и зубом перекусить. И еще одна немаловажная функция – это очень мощный пинцет. Брови щипать я не рекомендую, но какую-нибудь занозу и даже волосок он захватывает отлично, то есть сведение губок на хорошем уровне. В качестве пинцета вполне себе достойная штука, правда неудобная. Набрали мы 6 функций, далее перейдем к недостаткам. Я его в кармане проносил буквально несколько дней, и он весь покрылся микроцарапинами. Причем я носил в кармане джинс в маленьком кармашке, где кроме него ничего не было, поэтому он просто обворс, вот насобирал кучу мелких царапин. Это ему не особо вредит, но вот так вот он будет выглядеть у вас через пару дней. Я его брал около 3 евро. Некоторые продают дороже, но дороже 5 точно его брать не стоит. Вот 3 это его, в общем-то, отличная цена. В металле встречаются небольшие выбоины. Если говорить как обзорщики ножей, то вот такие лакуны здесь, кстати, присутствуют в металле. Но для этого, в общем, брелка это незначительные проблемы. Пригодится ли вам в жизни данный инструмент? Я думаю, да. Потому что крестовая отвертка, плоская отвертка, плоскогубцы поднять, зажать, прижать, в общем, может пригодиться, на ключах висит, есть не просит, выглядит вполне себе прилично. Единственное, довольно-таки тяжелый, все-таки 50 грамм. Для такого малыша это немало. Кстати, на Алишке я видел, некоторые продают его по 12 евро, а на eBay по 15. Ну, тут уж все зависит от ловкости продавцов. Понравился ли мне данный брелок? Да, понравился. Вещь прикольная, недельку погонял. В общем-то, он мне даже очень зашел. Буду ли его носить на кармане? К сожалению, нет. Потому что у меня есть более функциональная штука, которая каждый день со мной. Это вот такой вот Leatherman Squirt PS4. Я считаю, это самый функциональный брелочек. Но это тема следующего обзора. Вот с ним я хожу лет, наверное, 8. И кроме той царапины, которая была на нем изначально, вот здесь вот сбитая, новых не появилось. Так что могу рекомендовать. А еще хотел бы добавить, он очень хорошо зажимает мизинец. Но это тема совсем другого видео.